Андрей Король, эмигрировавший с женой Софией в Чехословакию в 1930-е годы, в письме к своему другу рассказал о мотивах и трудностях, которые заставили их покинуть родное Закарпатье. Ситуация на родине становилась невыносимой из-за угнетения венгерских властей. «Мы ушли оттуда, потому что венгры все больше ограничивали наши права. Закарпатье всегда было землей наших предков, но с каждым годом жить там становилось все труднее. Венгерские власти постепенно лишали нас земли, которую наши деды обрабатывали веками. Нас вынуждали работать за копейки, а налоги росли. Все чаще мы слышали, что наши соседи и родственники покидают край, отправляясь искать работу и лучшую жизнь в других странах. Оставаться было невозможно. Будущее здесь нам казалось темным и бесперспективным». Когда Андрей и София узнали о возможностях Чехословакии, где обещали свободу, работу и достойные условия жизни, они приняли трудное решение покинуть родной дом. В Чехословакии обещали свободу, работу и возможность жить по-человечески. Мы долго думали, обсуждали с Софией, что это наш единственный шанс. Оставлять родной дом было тяжело. Здесь мы родились, здесь похоронены наши родители и деды. Но в сердце мы знали, что оставаться здесь означало медленно умирать. Мы собрали все, что у нас было, немного сбережений, одежды, фотографии родных и отправились в новый край. Путь в Чехословакию был полон трудностей, как и для многих других иммигрантов того времени. Андрею и Софии пришлось оставить все позади, и первые дни в новой стране не были легкими. Когда мы покидали родные места, чувствовали боль и страх. Наше село – это все, что мы знали, а будущее было неизвестным. Дорога была тяжелой, мы ехали на переполненных поездах вместе с другими переселенцами. Иногда еды не хватало, иногда приходилось спать на холодных вокзалах. В поезде многие болели, особенно дети. Но в нашем сердце жила надежда, что там, в новом месте, нас ждет лучшее будущее. Чехословакия встретила эмигрантов с неоднозначием. Местное население относилось к ним настороженно, но со временем Андрею и Софии удалось найти работу и привыкнуть к новому образу жизни. Когда мы прибыли в Чехословакию, нас встретили сдержанно. Мы были чужаками в чужой стране. Местные не всегда относились к нам с пониманием. Многие считали, что мы приехали забрать у них работу. Я нашел работу на заводе, где труд был тяжелым, но платили лучше, чем на родине. София устроилась работать в хозяйстве у местного фермера. Первые месяцы мы жили в маленькой комнатушке, в условиях, далеких от тех, к которым привыкли. Но несмотря на все это, мы чувствовали, что теперь есть шанс начать новую жизнь. Адаптация в Чехословакии была нелегкой, особенно первые несколько лет. Но со временем, благодаря упорству и трудолюбию, Андрей и София смогли устроить свою жизнь. Прошло несколько лет, прежде чем мы смогли почувствовать себя немного увереннее. Мы выучили язык, завели знакомых среди местных. Сначала нас не всегда принимали, но когда люди увидели, как усердно мы работаем, они начали относиться к нам с уважением. Мы сняли дом, обустроили небольшой огород, чтобы выращивать свои овощи. София часто вспоминала, как в первое время ей было тяжело. Она скучала по родине, по нашему дому, но со временем привыкла. Наши дети уже начали ходить в местную школу, они выучили чешский быстрее, чем мы. Они уже не помнят той боли и бедности, от которой мы бежали, и ради этого стоило пройти через все трудности.